Осторожно, новая змея на горизонте. Давай посмотрим вместе, кто же это. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Я думаю, никто не обижается, что я вас называю мальчишки, просто так, по-доброму, по-простому. Да, мы уже здесь большая одна, такая большая-большая семья. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат приятный бонус. Итак, в каких энергиях вы находитесь? А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Вот сказать, что злодейка судьба вас испытывала, это ничего не сказать. Столько было у каждого из вас, конечно же, своих испытаний, да? У кого-то больше, у кого-то меньше, но вас так судьба потрепала, так вас ставила в такие позиции, да, простите за мой французский, что порой из этой опы, да, чтобы не говорить нехорошие слова в эфире, порой вам доводилось очень большие усилия прикладывать, да, либо даже просить чьей-то помощи, просто даже вот в виде поддержки, чтобы выйти из этой опы так называемой, да. У каждого это будет по-своему. У кого-то это проблемы в личной жизни были, да, которые вы тяжело переносили. У кого-то проиграются проблемы, финансы. У кого-то работа, да, то есть здесь масса проблем может быть, причем здесь как-то вот одна проблема тянула за собой другую. И у многих даже проиграется, что вот ваша какая-то такая глобальная проблема, да, но она подкосила и ваше здоровье. Хотя назвать вас человеком слабым я никак не могу. Здесь просто, знаете, когда на человека, даже самого сильного, когда наваливается все, а если еще и несколько проблем в одночасье, то это очень-очень тяжело, да, и порой, да, хотелось уже, я не знаю, опустить руки. Просто кто-то из вас был реально сломлен в моральном смысле, да. Может быть, кто-то сейчас находится в таких энергиях, напишите, ребят. Давайте сделаем маленький опрос. А вот какая самая такая большая проблема в вашей жизни, вот она вас, надломила немножко, да? Кого-то, может быть, поменяла вот внутри, да, вот внутренний такой переворот был. У кого-то, может быть, мировоззрение, мысли, отношение к людям поменялось, да? Вот напишите, у каждого, конечно, будет своя ситуация. Поскольку у нас выпадает десятка мечей, то кто-то из вас, реально был, может быть, на грани жизни и смерти. Это может быть связано, либо же у кого-то авария, кто-то, я не знаю, может быть, осознанно хотел, либо пытался туда пройти к праотцам. То есть еще шажочек, да, вот еще совсем капелюшечка, и вы были бы уже там с вашими предками. Это ужасно говорить, да, но кто это переживал, я представляю, насколько вам было ужасно, да, вот это все переживать. Говорить это одно, а переживать и прочувствовать это другое. Это, реально даже врагу такого не пожелаешь. Вы человек на самом деле очень такой внутренне стабильный. Вы всегда стремились к какой-то стабильности, да, и в финансовом плане. Вам всегда хотелось, чтобы вот ваши близкие, ваша семья, там, да, дети, может быть, у кого есть, ваша любимая женщина, даже если ее сейчас нет, да, раньше вот была же у вас семья, то вы как-то вот стремились, чтобы всегда все у всех было. О чем это? То есть вы старались где-то, может быть, подработать. Может быть, даже были ситуации, когда вы одалживали деньги только чтобы сделать какие-то приятности вашим близким. Может быть, у вас не всегда хватало денег, чтобы чем-то порадовать вашу любимую женщину. Может быть, куда-то свозить ее. Купить какую-то безделушку, там, я не знаю, сережки, колечко и так далее. Напишите, ребят, у кого проигрывается такая ситуация. То есть вы вот с молодости, да, вот вы как-то вот как, можно сказать, закончили школу.
и начали стремиться вот именно к финансовой стабильности. У кого-то лучше получалось, у кого-то меньше, да, но вот вам всегда хотелось иметь такую подушку безопасности финансовую. Многие из вас достигли это, вы довольно неплохо стоите на ногах, поскольку вы у нас снова в раскладе выпали императором. Император, но он априори не может быть сам по себе слабым человеком, правда? Другое дело, что даже император иногда может пустить скупую слезу. Даже император может иногда опускать руки, потому что, ну, императоры тоже не роботы, правда ведь? Поэтому вот что я могу сказать, вот так, если резюмировать. Жизнь была очень и очень у вас непростая, у каждого по-своему. Сказать, что сейчас есть люди, которые прям, ну уж сильно могут вам чем-то помочь, я не могу сказать. Да, у кого-то может проиграться, ну, есть один-два человечка, это либо же самый близкий друг, может быть, кто-то из родственников, которые могут подставить вам плечо, но, в общем-то, вы по жизни выкарабкиваетесь сами. Вы привыкли всю жизнь рассчитывать на себя, потому что, ну, вы сильный, сами по себе вы сильный. Просто иногда вот этот вот сильный человек, да, в вашем обличье, иногда он тоже может опускать руки, и это нормально. И кто сейчас, ребят, вот находится в таких энергиях, вот именно с опущенными руками, когда ничего не хочу, когда нет смысла жизни, и неважно, какая причина, у каждого она будет своя, да. То, что вам больно, то, что вам обидно, то, что у вас проблемы, и вы устали их решать, я вам скажу, ребят, вы выкарабкаетесь. Немножко пройдет времени, потому что вы сильный. Император не может очень долго находиться в каком-то болоте. Вы сами себя будете вытаскивать. Многие из вас уже вытащили себя, и вы знаете, о чем я говорю. Единственное, что вам не хватает рядом вот именно любимой женщины. Вот не хватает женщины, которая стала бы и вашим мотиватором, и вашей поддержкой, вашей опорой такой. Вот вы бы, ну я не знаю, залюбили, закружили любимую женщину, если бы она у вас появилась. Потому что, опять-таки, да, несмотря на это, что это общий расклад, есть среди вас те, кто очень сильно хотели бы, да, вот иметь именно рядом такое хрупкое женское плечо, да, такой вот маленький, пусть и хрупкий, но тыл, когда хочется возвращаться домой, когда ты любишь и любим, и тогда, ну, реально открывается второе дыхание. Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие. Что же за новая змея появится в вашей жизни, да? Сейчас кто-то мне напишет точно. Ну, приехали, да, вот от одной змеи избавился, вторая на горизонте. Я почему решила сделать такой расклад, чтобы просто вас уберечь, предостеречь от каких-то вот ошибок, да, потому что иногда лучше перебдеть, чем недобдеть. Не очень я люблю это словосочетание, но тем не менее. Предупрежден, значит вооружен, и какую женщину нужно опасаться, да, вот если перефразировать этот расклад, ну, то есть новая змея. Ну, мне так понравилось, прикольно, да, и для всех будет понятно, по крайней мере. Итак, какая же змеюшка может подползти к вам, чтобы вы, мои любимые мальчишки, были осторожны? Что-то я подустала, даже по голосу, наверное, слышно, пришла с работы и записываю сразу видео. Как-то вот даже шутить, и хотела бы пошутить, но как-то вот сил нет. Мальчишки, может быть, вы меня хоть под видео, да, в комментариях развеселите. Итак, смотрите, ну поскольку вы человечек, который очень хочет любви, я не скажу, что вы будете прям искать, землю рыть. Да, вы хотите, но сказать, что очень активничаете в поисках в этом направлении, я не могу. Да, есть общение с женщинами, но это немножко не то. Здесь будет даже это не знакомство, ух ты, это, знаете, это такая знакомая незнакомка скорее подойдет сюда. Это женщина, с которой вы уже как-то где-то пересекались, вы можете ее знать в лицо.
Вы можете где-то, может быть, ну, к примеру, да, чтобы было понятно, может быть, она где-то недалеко живет, и вы так, ну, чисто здравствуйте, до свидания, да. Ну, то есть вы каким-то образом ее знаете. Она приблизительно вашего возраста, скорее проиграется темноволосая, хотя не обязательно, это общий расклад. Она среднего телосложения, она очень активная, она подвижная, она может быть такая даже скандальная, вспыльчивая. Ну, в общем, таких обычно называют язык как лопата, да, если вы слышали такое выражение. Она может конфликтовать. Вот, ну, к примеру, если вы живете где-то по соседству, вы можете слышать отзывы других соседей, там, людей, что вот скандалистка, что она не очень хорошая, вот вечно ей все не так, она вечно всем недовольная, да. Она очень продуманная, она обделенная мужским вниманием. Вот именно из-за своего такого свинского характера, из-за своей такой змеючести, да, не знаю, есть такое слово или нет, если нет, то мы запишем в словарь. Вот мужчины как-то ее всегда то ли сторонились, а те, кто пытались с ней вступать в какие-то отношения, очень быстро сбегали. Опять-таки, здесь ее скверный характер, здесь и склочность. Она любит и сплетничать, она и распускает сплетни, и придумывает. Ну, то есть, здесь такая, знаете, сказочница, ого-го. Но как ни крути, да, а ничего людское, ничего человеческое ей не чуждо. Хоть она такая не очень хорошая по характеру, да, как человек не очень хорошая, но тем не менее ей ведь тоже хочется чувствовать себя кому-то нужной, хочется чувствовать себя любимой. И я бы еще, знаете, что сказала? То ли она не очень научена, может быть, родители ее не научили. Как себя вообще вести с противоположным полом? У нее были такие небольшие романчики. Она, скорее всего, либо же не была замужем, либо же она жила небольшой такой период в гражданском браке и то разошлась. Поэтому сказать, что она имеет очень сильный такой опыт в общении, тем более в отношениях с мужчинами, нет. Но, как я уже сказала, вот ей бы хотелось любить, быть любимой, да, вот, ну, она не понимает, что из-за ее характера все ее обходят стороной, а мужчины сбегают. Смотрите, она к вам подкатит, и неважно, у каждого это будет своя история, на работе, либо же где-то на отдыхе, либо по соседству, где угодно вы можете с ней пересекаться, но просто знайте, что вы каким-то образом с ней знакомы. Может быть, вы у нее хлебушек каждый день покупаете, ну то есть вы каким-то образом с ней знакомы. Она может даже сама проявить к вам инициативу, ну то есть начать разговаривать более близко, вот как-то более по душам. Если раньше она этого не делала, здесь именно от нее инициатива будет. Вам сначала может показаться, что ой, какая она хорошая, да, хотя отзывы можете слышать и не очень хорошие, как я уже сказала. То есть поначалу вам может показаться, что да, она довольно неплохая женщина, она неплохо выглядит, хотя красавица ее тоже не назовешь. Но вот она больше будет как-то вас задевать, будет стараться то ли заговорить, будет стараться где-то с вами пересечься. Те из вас, кто поведутся, да, вот на такие вот, скажем, на ухаживание этой женщины, как-то мне немножко не по себе, да, говорить, что женщина ухаживает. Ну, я не могу это назвать, что она прям будет бегать за вами, нет. Но то, что инициативу она будет проявлять, первое, это факт. Ну, смотрите, те из вас, кто поведутся на ее такие вот сладкие речи поначалу, да, потому что вы, как мужчина, ей нравитесь. Она, в общем-то, давненько к вам присматривается, она положила глаз на вас и, естественно, начнет к вам проявлять инициативу, тем более, что альтернативы нет, особо мужчин у нее нет, да, мужчины штабелями не падают возле нее, поэтому вот она начнет разрабатывать план захвата вас. План Барбаросса такой будет разрабатывать.
Кто из вас поведется, еще раз говорю, делаю акцент. Поначалу может казаться, что все так классно, да, что вот вроде бы неплохая женщина, можно попробовать с ней начать отношения. Но постепенно она будет вам показывать свое настоящее лицо. Здесь будут и конфликты, а здесь и будут и придирки. И чем дальше, тем больше вы будете ее узнавать и немножко офигевать. Простите за мой французский. Вы будете даже, вот знаете, она с вами будет общаться и опять-таки будет то ли сплетничать о других людях, то ли, ну вот, гадости какие-то про других говорить, не очень хорошо отзываться. И вы поймете, что, да, ну она не такая простая, как вам показалось. Здесь человечек с гнильцой немножечко, да. И вот эта вот ваша такая симпатия, она начнет немножко утихомириваться. Далее. Если вы попытаетесь ее, ну, скажем так, бросить, оставить, да, она всеми правдами и неправдами будет вас возвращать. Сейчас я скажу не очень приятный момент, почему я говорю, лучше не вляпайтесь в эту женщину. Смотрите, она вам может разбить сердечко, она может, начиная от крутых сплетен на вас, и вот если вы ее бросите, да, ну, как бы она будет обиженная, она будет в ситуации, ну, типа ее поматросили и бросили, да, то есть вы испугаетесь и, ну, не то, что испугаетесь, а просто разочаруетесь, да, и не захотите с ней больше общаться, вы увидите, какой у нее характер, как она с людьми обращается, неуважительная, как она, ну, так, по-хамски обращается, да, ну, то есть это совершенно не та женщина, которая вам нужна, то есть здесь будет разочарование. Естественно, вы захотите отдалиться от нее. Как только вы отдалитесь, она всеми правдами и неправдами начнет вам либо же ставить палки в колеса. Это могут быть какие-то сплетни, это могут быть какие-то компроматы, там проблемы на работе. Она может создавать это. Она может, ну, все что угодно. У каждого это проиграется по-своему, но то, что вы будете с разбитым сердцем, это факт. Понимаете? Фантазия у нее очень бурная и страстная. Поэтому, мои дорогие мальчишки, я бы вам не советовала вляпываться в эту женщину. Просто это змея, понимаете? Она поначалу вам покажется вот такая вроде бы миленькая, вроде неплохая. Она поначалу, ну, как будто в маске будет, да, такая добропорядочность. Но чем больше вы будете ее узнавать, вы будете все больше разочаровываться, как я уже сказала. Поэтому не теряйте время, не ведитесь на сладкие речи. Знаете... Еще такой маленький опознавательный знак, если кому-то он поможет, у нее может быть, ну, какая-то холодная внешность, даже вот глаза какие-то холодные. То есть, ну, это когда человек вроде бы улыбается, но ты прям, ну, всем нутром своим чувствуешь, что что-то здесь есть неискреннее. Понимаете? Обращайте внимание на глаза, на выражение лица. Даже если, хоть она и смазливенькая, да, хоть она будет там улыбаться, сюсюкать и так далее. Обращайте внимание, потому что останетесь, ну, реально в не очень приятной ситуации. Помимо того, что она может вам просто прийти хоть дома, хоть на работе, она может прийти устроить вам какие-то грандиозные скандалы, да, ну, то есть это будут такие подставы, у каждого будет своя, естественно. Поэтому лучше не влипайте. Ну и кто досмотрел это видео до конца, сейчас мы посмотрим еще маленький совет от Таро. Что же вам советуют карты? Смотрите, в вашу жизнь придет новая любовь, но это будет не эта женщина, о которой рассказала. Это будет совершенно новая история. Вы ее ни в коем случае не пропустите. Вы ее почувствуете вот просто сердцем и душой. Но это будет абсолютно не вот эта змеюшка, о которой я вам поведала. С этой новой женщиной у вас будет настоящая взаимная чистая любовь. И, знаете, это будет такой суперкомфорт. Это будет, ну, такое состояние вселенского счастья. Но это точно совершенно другая дама. Не забудьте и не пропустите. Ну, а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!